Внимание я сосредоточу на теме флота в свете гибели ракетного крейсера «Москва». Потопление данного крейсера является первым уничтожением корабля такого класса за последние 40 лет. Начнем именно с рассмотрения того, как этот позор стал возможен. Крейсер «Москва» является первым кораблем проекта 1164, заложенный в 1976 году и в 1982 вступивший в строй. Прежде всего нас интересуют его противовоздушные и радиолокационные возможности. ПВО корабля было представлено ЗРК С-300Ф, двумя комплексами ближнего радиуса ОСА-МА и зенитными пушками АК-630 в количестве 6 установок, которые управлялись с 3 постов. Радиолокационные комплексы крейсера были представлены РЛС обнаружения фрегат М и РЛС МР-800 «Флаг», состоящие из двух РЛС, размещенных тыльными сторонами друг к другу. Все три антенны имели разные рабочие диапазоны частот, в основном дециметровые, что значительно поднимало помехозащищенность. Наведением комплекса С-300Ф и ракет 5Р-55 на цели обеспечивалось радаром 3Р-41 «Волна». Данная РЛС обладала небольшой мертвой зоной в носу корабля, тогда как для ЗРК ОСА мертвой зоной является вся противоположная часть корпуса. Одноканальный комплекс ОСА-МА обладал посредственными характеристиками поражения воздушных целей, летящих на предельно малой высоте, всего 25 метров. Низколетящие ПКР данный ЗРК поразить не может. Некоторые зрители возражали мне, что ЗРК ОСА-МА-2 обладает минимальным потолком поражаемых целей в 5 метров. Однако крейсер «Слава» был первым в серии кораблей подобного класса, и на нем стояли ранние модификации этого ЗРК. Про модернизацию этого комплекса я не нашел никакой адекватной информации. Однако, если судить по тому, что ни одна из размещенных на корабле РЛС не была заменена на более современные образцы, стоявшие на вооружении других кораблей проекта 1164, то можно с высокой долей вероятности утверждать, что ОСА там была в самой базовой комплектации. В любом случае, одноканальный ЗРК, который обладал внушительными мертвыми секторами, не мог служить надежной защитой от ПКР. Возможности ЗРК С-300Ф более внушительные. Однако здесь были неприятные особенности. Обзорные РЛС, которые должны были обнаруживать цели для того, чтобы С-300Ф мог навести на них ракеты, были размещены значительно выше, чем РЛС наведения ракет 3Р-41 «Волна». Это значило, что если размещенный на высоте более 30 метров РЛС обнаружила бы низколетящие цели на расстоянии, скажем, 40 километров, то такая цель попала бы в область работы станции наведения ракет на расстоянии всего 20 километров, а РЛС обнаружения не могла самостоятельно наводить ракеты ЗРК. При этом у С-300Ф был еще один неприятный недостаток. Вертикальный старт ракеты обеспечивал возможное поражение ракет на все 360 градусов вокруг пусковой. Однако необходимость набора высоты и скорости после старта приводила к возникновению мертвой зоны в размере 5 километров от пусковой комплекса, что опять-таки было критично для поражения низколетящих целей. Что еще хуже, огромная и тяжелая РЛС подсветки требовала времени для ее разворота в сторону цели, если по каким-то причинам она смотрела в другую сторону. ПКР являются целями с малым показателем ЭПР, обнаружение которых особенно затруднительно на малой высоте. И грубо говоря, если цель типа истребитель на предельно малой высоте может быть обнаружена РЛС на расстоянии, скажем, 40 километров, то малозаметную ПКР всего лишь на расстоянии 30 километров или даже меньше. Предпоследним гвоздем в крышку гроба являлось то, что у С-300ПТ, ровесником которой является С-300Ф, установленный на борту крейсера «Москва», минимальная высота поражаемой цели составляла 25 метров, то есть самый мощный бортовой ЗРК мог быть в принципе бесполезным против ПКР. Ну а последний гвоздь, бортовое оборудование крейсера было весьма устаревшим, с минимальным уровнем автоматизации. Отсутствие автоматизации делало во многом бесполезной последний эшелон защиты крейсера – зенитные пушки АК-630. Для понимания, термин «бортовая информационно-управляющая система», сокращенно BIOS, на современных кораблях обеспечивает единое управление всего контура оборонительного и наступательного вооружений, всех систем обнаружения и поражения, обеспечивая максимально возможную автоматизацию процессов на борту корабля с целью минимизации человеческого фактора. Таковая система на борту крейсера была самой примитивной. Это значит, что даже если цель обнаружена самой верхней РЛС, то комплекс Багира, управляющий пушками АК-630, в любом случае должен был бы обнаружить цель самостоятельно. И если он по каким-то причинам не смог бы это сделать, то пушки данного комплекса оказывались бесполезны. Разбрасываемые диполи в качестве надежной защиты рассматривать нельзя, так как это всегда лотерея, к тому же сильно зависящая от совершенства алгоритмов наведения ПКР.
Получается, что перед нами огромный крейсер, стоивший чудовищных денег, требовавший неимоверного профессионализма экипажа и совершенно бесполезный и беспомощный против ПКР. Что ж, если перед нами совершенно беззащитное судно, то логично было бы обеспечить ему эскорт из других кораблей, заточенных на работу в составе Ордера. Самым адекватным из имевшихся кораблей Черноморского флота была тройка фрегатов проекта 11356, прежде всего за счет РЛС подсветки целей и управления артиллерийским вооружением Пума, которое обладает хорошими характеристиками для поражения низколетящих целей, против которых она и создавалась. Ну а кроме того, ЗРК «Штиль», у которого не было проблем с поражением целей на предельно малой высоте. Плюс все это было интегрировано в систему управления вооружением и могло работать в едином контуре. Конечно же, данный фрегат не смог бы отбиться от залпового налета противокорабельных ракет, однако отбить одиночную атаку ему было вполне по силам. Ни одного корабля проекта 11356 в ордере крейсера не было. У него в принципе не было ордера. Он плыл в полном одиночестве, словно его специально вели на убой. Противокорабельные ракеты используют довольно простую тактику. Они прижимаются к воде, пользуясь кривизной земной поверхности, дабы максимально снизить время возможного нахождения в зоне действия РЛС ПВО. При этом на конечном участке ПКР снижается еще ниже, летя порой на высоте до 10 метров, чуть ли не задевая морскую гладь. Кстати, как вы думаете, почему американцы вообще не пытались создать гиперзвуковые противокорабельные крылатые ракеты, долгие годы довольствуясь исключительно ПКР вроде «Гарпуна»? Все потому, что они знают, что низкоскоростных ПКР хватит за глаза для любой морской цели, поскольку проблему перехвата таких ракет не решили даже сами американцы. Что за крылатая ракета могла атаковать Москву? Я испытываю сомнения насчет того, что атаку осуществила ПКР «Нептун». Для того, чтобы ПКР смогла обнаружить и уничтожить корабль, она должна знать его местонахождение. При этом дальность обнаружения РЛС «Минерал» из состава комплекса РК-360 составляет километров 40 с хорошей возвышенностью. Это значит, что ему в любом случае требовалось внешнее целеуказание. Источником такой информации могли быть разведывательные самолеты НАТО, которые ведут непрерывное сканирование обстановки на Земле, в воздухе и воде в данном регионе. Один из таких самолетов мог передать текущие координаты, скорость, направление движения крейсера, и вычислив точку предполагаемого нахождения корабля, ПКР могла быть отправлена в эту точку для уничтожения цели. Проблема в том, что при приближении к полученным координатам ПКР должна была бы совершить маневр «Горка», включить РЛС в режим поиска и захватить цель, а затем поразить корабль. А такой маневр привел бы к демаскировке ПКР и обнаружению ее с помощью РЛС ввиду попадания в сектор работы радаров. Для того, чтобы избежать таких демаскирующих алгоритмов, ПКР должна была получать информацию все время полета. Но здесь возникает иной вопрос. Я не сталкивался с информацией, что комплекс РК-360 интегрирован в систему Link-16 или иную систему передачи данных, относящуюся к стандартам НАТО, и мог ли он получать непрерывное целеуказание, необходимое для максимально скрытного выхода к цели, неизвестно. Лично я считаю, что потопила крейсер «Москва» натовская ПКР, вроде НСМ, или, что более вероятно, «Гарпун». Давайте рассмотрим те бредовые версии, которые были вброшены разными сторонами, вроде атаки с помощью Байрактара, самолетов Су-24, торпедной атаки, взрыва морской мины или нарушения техники безопасности. Почему Байрактар не мог эффективно участвовать в атаке на крейсер? Дело в том, что не имеется ни одного фото из космоса, зафиксировавшего момент удара по крейсеру ПКР. В момент попадания по нему была достаточно плохая погода, что и привело к отсутствию нормальных снимков из космоса. Дождь и облачность очень сильно снижают эффективную дальность действия оптики БПЛА. При этом дальность перехвата такой цели, как Байрактар комплексом С-300Ф, могла достигать 60 километров, и в условиях плохой погоды беспилотник неизбежно оказался бы в радиусе действия корабельной ПВО. Атака Су-24 сомнительна с той точки зрения, что они не обладают малозаметностью ПКР, притом предельно малая высота полета накладывала ограничения на маневренность данных машин. Атака неуправляемыми ракетами не является эффективным оружием против такой цели, как крейсер, а применение свободно падающих бомб невозможно с малой высоты. Никакого шанса выжить в этих условиях у Су-24 не было, и поэтому вероятность, что они принимали участие в данной атаке, нулевая. Точно такой же сомнительной является версия про торпедную атаку. Если таковая и была, то она не оставляла никаких сомнений насчет авторств. У ВСУ на вооружении нет подводных лодок. Не менее сомнительной выглядит идея с миной. Если это якорные мины, то вопрос, кто их в этом месте мог поставить? Минирование является эффективным инструментом прежде всего в узких местах, которые корабли не могут обойти. Например, проливы, заливы, порты, пункты базирования флота. Атака на крейсер и его гибель произошли в открытом море, где никто в принципе не мог вычислить траекторию плавания корабля.
Про технику безопасности, почему она не могла привести к гибели крейсера. Кто-нибудь из вас может себе представить, что корабль, который плавал 40 лет, наряду с двумя аналогичными проектами, погибнет от, в кавычках, нарушений техники безопасности именно в те дни, когда идет война, да еще в те пару дней, в течение которых крейсер оказался в зоне боевых действий? Почему же среди пропагандистов РФ столь популярна идея о якобы гибели крейсера из-за нарушения техники безопасности? Во-первых, это позволит назначить какого-нибудь малозначительного стрелочника в качестве ответственного, не решая системных проблем. Во-вторых, это избавит от вопросов про участь двух других крейсеров аналогичного проекта и про весь тот советский хлам, который стоит на вооружении ВМФ, и точно так же беззащитен от атак ПКР. Зачем же снимать с вооружения бесполезные корабли, если крейсер погиб от банального пожара, а не от вражеской ПКР? Это позволит держать большой и слабый флот на вооружении, который будет проедать ресурсы, необходимые для других направлений, а в час большой войны потерпит сокрушительное поражение. Вполне укладывается в концепцию сознательного вредительства. Ну и в-третьих, если и корректировали ПКР с натовского самолета, то вообще-то это по сути война, а техника безопасности это не война. Крейсер типа сам утонул. Это описание подходит для всего нынешнего ВМФ. Для примера, на всем Черноморском флоте только 3 корабля проекта 11356 смогли отбиться от атак противокорабельных ракет. Обратите внимание, не от массового налета. Если будет таковой, то будут потоплены даже эти фрегаты, а от одиночных ПКР. Все остальные корабли — это музейный хлам, который просто проедает ресурсы. У РФ на вооружении есть еще 2 корабля проекта 1164, вооруженные и защищенные так же плохо, как и погибшая Москва. Самый молодой крейсер «Варяг», 1989 года выпуск, и скоро ему стукнет 33 года. Маршалу Устинову 36 лет. Беззащитность кораблей ВМФ от атак ПКР – это только одна из проблем. Не менее важной является проблема наведения своих противокорабельных ракет на морские цели. Чтобы вы понимали, без внешнего целеуказания крейсера проекта 1164-1144 обладает максимальной дальностью поражения надводных целей всего в 40 километров. Целеуказания им могут обеспечить либо самолеты ДРЛО, либо космические аппараты системы Лиана, либо же вертолеты ДРЛО. Живучесть 4 космических аппаратов, летящих на достаточно низкой орбите в случае глобальной войны, ничтожна. И поэтому рассчитывать на них в случае таковой нельзя. Они будут быстро сбиты системой Pro-Aegis и ракетами SM-3. Остаются самолеты и вертолеты ДРЛО. Самолетов типа устаревшего А-50 на вооружении РФ всего 5 штук, а прошедших модернизацию А-50У всего 4. Это против минимум 70 аналогичных самолетов, стоящих на вооружении НАТО. С вертолетами обнаружения и целеуказания ситуация еще хуже. Их 2 штуки. Нет, вы не ослышались. Их реально 2 штуки. При этом РФ произвела и поставила на вооружение Индии и Китая почти 20 аналогичных вертолетов. Наращивание численности таких самолетов и вертолетов – это только часть проблемы. Их нужно не просто построить, а проект самолета ДРЛО А-100 давно утонул в производственном аду. Их нужно еще и прикрыть. У меня есть видео, касающееся тематики противостояния истребителей. Всплывающая подсказка будет справа сверху экрана. Главное, что нужно для победы в воздухе, это численное преимущество. И каково же у нас соотношение сил? Для примера возьмем Дальний Восток. ВВС Японии состоит из более чем 270 истребителей, что больше половины авиапарка РФ. Это не считая частей ВВС США, сосредоточенных в районе Аляски. А их нужно считать. А еще нужно считать, что РФ не может выставить в глобальной войне половину своего авиапарка еще и против Японии. Это значит, что в условиях тотального господства противника в воздухе Тихоокеанский флот потерпит сокрушительное поражение и будет истреблен почти всухую. Аналогичная картина у нас на Балтике. Одни только ВВС Швеции сильнее и многочисленнее того, что имеют ВВС РФ в Калининграде. Это не считая ВВС Польши, Германии, Дании, Финляндии. Только Швеции. Я тут даже американцев не упоминал с более чем 2500 истребителей. Сейчас я говорю о ближайших и достаточно враждебных для РФ соседей. Получается, что даже если бы производство самолетов ДРЛО было налажено, то прикрыть их с воздуха или тем более помешать вражеским самолетам ДРЛО наводить свои ракеты авиация просто не сможет. При таком соотношении в воздухе Балтийский флот будет быстро уничтожен, тем более что основные базы флота находятся в зоне досягаемости даже не ПКР, что само собой, а ствольной и реактивной артиллерии. При этом в воздухе повисает вопрос, а что мешает нарастить численность истребителей? Ведь никаких проблем с их производством нет. Напротив, количество закупленных самолетов год от года снижалось последние несколько лет.
Ну и если авиация на всех направлениях ввиду малой численности проиграет воздух, то возникает вопрос, зачем вообще нужен флот, если он не способен выжить. Еще одной проблемой флота является географическая разобщенность и отсутствие стратегических задач, кроме возможного прикрытия РПК-СН. Серьезно, какова наивысшая задача существования Балтийского флота? В случае большой войны он быстро погибнет, и никуда ему из запертой акватории не уйти. Или куда, в случае чего, будет атаковать Черноморский флот? Он заперт проливами, которые принадлежат члену НАТО Турции. В случае большой войны флоту не пройти Босфор и Дарданеллы. А если Турция по каким-то причинам будет соблюдать нейтралитет, то на выходе из проливов ВМФ ожидают средиземноморские воды с тотальным перевесом сил НАТО в авиации и на море. Таким же сомнительным является смысл существования Каспийской флотилии. В случае большой войны в данном регионе просто нет задач, которые мог бы выполнять флот. При этом ресурсы эта флотилия проедает, поскольку в вопросе финансовых расходов флот стоит дороже любого другого вида или рода войск. Деньги. Одной этой проблемы хватило бы, чтобы полностью решить судьбу флота раз и навсегда. Здесь есть сразу три больших фактора, каждый из которых словно кол в грудь кровососа, коим является ВМФ. Первый фактор – унификация. Для того, чтобы корабли были в боеготовом состоянии, при их строительстве нужно добиваться максимального однообразия в компонентах, таких как силовые установки, бортовое радиолокационное оборудование, системы управления вооружением и, собственно, вооружение. Это позволяет применять конвейерный метод в строительстве кораблей, а также поставить на поток сервис и ремонт, так как нет ничего легче, чем ремонтировать то, на что всегда есть запчасти и специалисты. Такой стратегии придерживается ВМС США, стараясь строить одинаковые серии кораблей. Посмотрите на серию эсминцев Early Bird. Их уже построено более 70. Массовость серии позволяет проводить однотипные конвейерные модернизации, когда более ранние машины постепенно обновляются до значения более поздних. Если же в состав флота отраслевым лоббистам удается протолкнуть сомнительные проекты вроде LCS, то через какое-то время флот США выкидывает их из своего состава без всякой жалости, даже несмотря на то, что такие корабли не пробыли в строю даже 15 лет. Теперь посмотрим, каких отраслевых стандартов придерживались по эту сторону океана. Во времена СССР флот старался принять на вооружение как можно больше разнообразных проектов, выпуская их как можно меньшей серии, и заботливо стремясь к тому, чтобы каждый проект имел какой-нибудь трудноизлечимый изъян. Например, проект 956 обладал ненадежной силовой установкой, что привело к быстрому выходу почти всех эсминцев этого проекта из строя. А зачем-то сделанный параллельно проект БПК 1155 обладал слабой ПВО, которая состояла только из ИРК «Кинжал». Точно такой же сомнительной эффективностью отличалась уже рассмотренная серия кораблей проекта 1164. Показательный пример, как относились к вопросу унификации оборудования для данной серии. Обратите внимание на РЛС кораблей. У крейсера «Москва» это один тип установок, у более позднего «Устинова» другой. Даже внутри одной серии кораблей не было унификации по составу вооружений и различных бортовых систем. Такой подход предельно усложнял ремонт, делая его безумно дорогим и затянутым. Корабль получался чемоданом без ручки. Нести тяжело, выбросить жалко. ВМФ и промышленность не могли воспроизвести советский размах вредительства. Однако подход был бережно воспроизведен, пусть и с пересчетом на новые реалии. Вместо бесполезных крейсеров ВМФ пополняется бесполезными корытами непонятного класса, не то корветами, не то катерами. Стоят такие корабли, как и полагается, миллиарды. При этом у них нет нормальной ПВО, РЛС, у них сомнительная мореходность. И все, на что они годятся, это быть мишенями для ПКР. Конечно же, одного такого проекта выкидыша недостаточно, и их строят сразу несколько. Особенно среди них выделяется проект 20386, абсолютно ненужная и вредная машина, особенно с учетом того, что есть более удачный проект 22350. Это судно просто выбросило на помойку деньги для еще одного фрегата типа Горшков. Да даже характерный пример с тем же Горшковым. Едва у промышленности получился действительно выдающийся корабль, проект, немедленно переназвав 22350М, переделали, словно если что-то начинает нормально работать, это нужно немедленно сломать. Кстати, о промышленности. Единственная АПЛ базового проекта 885 Северодвинск строилась 21 год. Ровно столько прошло с момента закладки и до момента ввода подлодки в строй. Следующая за ним АПЛ проекта 885М Казань строилась, в кавычках, всего лишь 12 лет. Большая часть корветов проекта 20380 строится столько, сколько американцы тратят на постройку своих авианосцев. Процесс рукотворной деградации зашел настолько далеко, что большой вопрос, сможет ли промышленность делать крупные серии кораблей вообще. Третья проблема
Отсутствие задач, оправдывающих существование флота с финансовой точки зрения. К примеру, зачем Китаю флот? Затем, что большая часть его международной торговли приходится на море, потому что у него есть территориальные проблемы, которые без флота не решить, и потому что за спиной флота имеется мощнейшая промышленность, для которой большой объем заказов от своих ВМС – это серьезное подспорье для развития. А еще за спиной у китайского флота огромный парк авиации, без которой все эти корабли лишь мишени. У РФ ничего этого нет. Напоминаю, что в действующей программе перевооружения финансирование флота являлось приоритетом. Ну и каков результат? Здесь следует задаться вопросом, а не является ли такая настойчивая попытка вбухать триллионы в бесполезное направление такой же продуманной вредительской деятельностью? Для меня ответ очевиден. Теперь давайте рассмотрим два способа реакции на текущее положение флота, один хуже другого. Первый – москитный флот. На самом деле флот РФ во многом соответствует этому определению. Помимо больших и слабо защищенных советских кораблей, присутствует огромное количество ракетных катеров сомнительной боеспособности. Во-первых, дальность действия их ракет ограничена радиогоризонтом. Во-вторых, никакой серьезной ПВО у них нет. В-третьих, никакой боевой эффективности москитный флот не продемонстрировал. Но если надежда на москитный флот просто бесполезна, то попытка построить авианосцы – это самое худшее, что можно придумать. Начнем с того, что их негде строить. Их некому строить. Для этого требуется инженерная школа с огромным количеством специалистов. Для постройки авианосцев нет кучи узкоспециализированного оборудования. Ну и самое главное, авианосцы сделают РФ не сильнее, а намного слабее. Вы спросите, почему? Ведь авиация над морем – это важный компонент превосходства флота. Ключевой вопрос – финансы. Помимо того, что на устранение всех вышеописанных проблем потребуется не одна сотня миллиардов рублей, само строительство потребует еще несколько сотен миллиардов. При этом строительство авианосца – это своеобразная каша из топора. Хотите, чтобы авианосец не был ограничен скоростью и запасом хода? Потребуется ядерная силовая установка вместо газотурбинной. Хочется, чтобы истребитель взлетал с полной нагрузкой? Требуется поставить паровую катапульту, а не обычный трамплин. Не хотите, чтобы авианосец погиб от ПКР в борт? Требуются палубные самолеты ДРЛО. Каждый из этих пунктов – это сотни миллиардов дополнительных расходов, кроме последнего. Для палубного ДРЛО потребуются деньги, сопоставимые со строительством самого авианосца. При этом надо держать в голове, что самолет А-100 никак не могут домучить, и в ближайшие годы в строю его можно не ждать. То есть для построения палубного самолета ДРЛО просто нет никакой базы. А еще нужно делать палубную версию истребителей, соответствующей программой затрат. А еще после строительства одного такого авианосца станет понятно, что один он совершенно бесполезен, их нужно строить штуки 4. Так неизбежно эта программа превратится в черную дыру обороноспособности и камень на шее бюджета. Ну и вот представим себе, что секта любителей авианосцев победила, и РФ, вопреки всякому здравому смыслу, принялась строить 4 таких, пустив по миру всю армию и доведя экономику до банкротства. Что мы получим на выходе? 4 авианосца – это ничто на фоне 11 американских, еще 2 британских и 1 французского. Потратив триллионы и полностью убив экономику и армию, на выходе ВМФ получит меньше четверти того, что есть на вооружении стран НАТО. При этом, что еще убийственнее, даже самый первый авианосец из данной серии будет получен на вооружение лет через 15-20. Или вы думаете, что промышленность, которая строит корветы по 8 лет, сможет быстро сделать авианосец? Значит, потратив многие триллионы, никакого авианосца не видать практически до начала 2040-х. Вполне возможно, что происходящая на наших глазах война является предтечей Третьей мировой. В этих условиях начинать строительство чего-то там, что будет построено к концу следующего десятилетия, является военным преступлением, прямой и сознательной изменой. Я даже придумал горячим сторонникам авианосцев соответствующее название – «Птенцы адмирала Рёдера». Что стоит знать про гросс-адмирала Рёдера? Он едва ли не одна из главных фигур, приведшая Германию к поражению. Дело в том, что он разработал совершенно безумную стратегию развития флота, нацеленную на строительство надводных кораблей, в основном линкоров. Благодаря Рёдеру в строй вступили такие корабли, как Бисмарк и Тирпиц, которые с легкостью были потоплены и не оказали никакого положительного для Германии влияния на ход войны. Если бы у Германии в сентябре 1941 года было на несколько танковых дивизий больше, то они взяли бы Москву. Поскольку Москва – это ключевой транспортный узел всей западной части страны, то оборона Ленинграда пала бы, а Мурманск, скорее всего, был бы отрезан, после чего о ленд-лизе можно было бы забыть. Но знаете, какое шокирующее для себя открытие я сделал, изучая деятельность данного персонажа? План переоснащения флота кораблями назывался План Z.
Словно те, кто планировал нынешнюю войну, вдохновлялись деятельностью предателя из другой эпохи. Ну и в конце свободное сочинение на тему того, какой я бы построил флот после того, как избавился бы от всех предателей. Во-первых, проблему флота невозможно решить увеличением численности кораблей. Живучесть флота зависит от численности авиапарка, который точно так же может атаковать корабли противника с помощью ПКР. Флот не нужен ни на Черном море, ни в Балтийском, ни в Каспийском. Все боеспособные корабли я бы собрал на двух флотах, Тихоокеанском и Северном. При этом главной задачей, на мой взгляд, является стандартизация имеющегося парка надводных кораблей путем полного отказа от советского наследия. Финансирование флота должно быть урезано. Оно не может быть сколь-нибудь важным приоритетом, пока угроза Третьей мировой войны не отступит. У РФ есть действительно стоящий корабль, который вопреки командованию и промышленности все-таки встал на вооружение. Фрегат проекта 22350. Он сочетает в себе огневую мощь и хорошую защищенность с воздуха. Его оборона ближней зоны в виде комплекса «Палаш» обеспечивает полностью автоматизированную работу по ПКР, а ЗРК «Редут Полимент» — один из самых мощных из всех, что ставятся на корабли подобного класса. У ракет 9М100 в составе ЗРК практически нет мертвых зон по высоте. Любую оборону можно пробить. Но с этим фрегатом придется очень здорово повозиться. Притом он может дать сдачи, так как с ракетами у него полный порядок. Правда, всякие Ониксы и Калибры в любом случае требуют внешнего целеуказания, а оно на 100% будет опираться на авиацию. Но это актуально в принципе для любого современного что надводного корабля, что подводного. Хочешь побеждать на море? Основной упор нужно делать на авиацию. Остается надеяться, что плешивый персонаж, который пришел с гибелью одного крейсера, уйдет с потоплением другого.